Здравствуйте и добро пожаловать в Санкт-Петербург. Вы, конечно же, наш город скорее знаете по Петропавловской крепости, Невскому проспекту, Дворцовой площади или Исаакиевскому собору, но сегодня мы с вами отправимся в менее известные места на периферию города и поисследуем там креативные пространства в старой промышленной застройке. Итак, среди 7 локаций, которые мы сегодня посетим, стихийно образовавшийся креативный кластер на территории бывшего завода «Красный треугольник», мультимедийный культурный центр «Планетарий-1», недавно закрывшийся творческий кластер «Ткачи», одно из первых творческих пространств в промышленной застройке лофт-проект «Этажи», расположенный на Петроградской стороне технопарк «Ленполиграф-Маш», расположенное на Васильевском острове пространство «Севкабель-Порт», и, наконец, уже вошедшая в основные туристические маршруты города Новая Голландия. Креативная экономика Санкт-Петербурга в последние 10 лет совершила большой скачок. Многочисленные общественные и культурные пространства стали неотъемлемой частью жизни среднего класса и молодых образованных петербуржцев. Но, конечно же, особенное место в этом культурном ландшафте занимают те креативные кластеры и общественные пространства, которые возникли в старой промышленной застройке города. Речь идет о так называемом сером поясе. Серый пояс – это широкая полоса старых промышленных территорий, которые сложились в конце 19-го, начале 20 века и существенно повлияли вообще на всю историю и облик города. Конечно же, история серого пояса в первую очередь связана с событиями эпохи Октябрьской революции и первыми десятилетиями советской эпохи, но в последние десятилетия эти места переживают новое возрождение, на сей раз связанное с развлечениями, культурой и креативным бизнесом. Мы начинаем путешествие с кварталов на южном берегу обводного канала, некогда южной границы города и его главной индустриальной артерии. Его строительство растянулось на 50 лет, с начала 1780-х по 1833 год. К середине 19 века его набережные обросли заводами, фабриками, железнодорожными путями, доходными домами и бараками для рабочих. Облик этой части города формировал гул машин, городские свистки, грохот колес и удушливая вонь от множества фабричных труб. В то время в народе обводный канал называли просто обводным. 100 лет спустя промышленность отсюда практически исчезла. Однако характер городской среды здесь ставит свои ограничения на развитие креативного бизнеса. Днем здесь довольно людно, в силу близости нескольких вокзалов, станций метро, оставшихся здесь промышленных предприятий, а также офисных центров. Можно заметить, что пространство набережной практически безраздельно принадлежит автотранспорту. Неприспособленность набережных обводного канала для пешеходов и велосипедистов, а также отсутствие активного уличного фронта, является большим препятствием для развития общественных пространств и бизнеса, который работает на обслуживании посетителей. Впрочем, как мы увидим, проблема не только в этом. Наш первый объект исследования – это пространство с огромным потенциалом для развития, который, к сожалению, до сих пор остался не раскрыт. Речь идет о знаменитом на весь Питер «Красном треугольнике», некогда крупнейшем производителе резиновой обуви в России, а ныне самой величественной руине в промышленном поясе Санкт-Петербурга. Красный треугольник является живой, насколько живой, это, конечно, большой вопрос, иллюстрацией сложной судьбы петербургской промышленности. За 160 лет эти стены повидали очень многое. И международную экспансию, которая сделала треугольник одним из лидеров мировой обувной промышленности, и разруху времен гражданской войны, и возрождение в советское время, и тяготы войны и блокады, и, наконец, окончательный упадок и распад в постсоветское время. Товарищество русско-американской резиновой мануфактуры, впоследствии переименованное в «Треугольник», было основано в 1860 году гамбургским купцом Фердинандом Краускопфом. Предприятие очень быстро завоевало российский обувной рынок, а вскоре вышло и на международный. Высокие прибыли компании позволили довольно быстро масштабировать производство, которое разместилось в этих гигантских корпусах, сперва из красного кирпича, а затем из железобетона.
В начале 20 века здесь работало 15 тысяч человек. Это был настоящий город в городе. Здесь, помимо резиновой обуви, также производились чехлы для аэростатов, велосипедные автомобильные шины, конвейерные ленты и многое-многое другое. Здесь активно внедряли новые производственные технологии, а в 1920-е годы здесь появилось первое в СССР производство искусственного каучука. Завод успешно пережил Вторую мировую войну, однако к началу 1970-х годов предприятие стало нерентабельным даже в рамках советской плановой экономики. Постсоветская деиндустриализация не обошла треугольник стороной. В 2000 году, после десятилетних неуспешных попыток реорганизовать производство, Красный треугольник закрылся, оставив после себя заброшенные и полуразрушенные корпуса. Однако жизнь здесь не замирала. Достаточно быстро здесь сложился неформальный кластер различных производств, где постепенно стали выделяться и креативные направления бизнеса. В креативном бизнесе на треугольнике особенно ярко выделяются 5 направлений. Первое направление – это музыка, репетиционные точки, студии, концертные залы, искусство, мастерские художников. Третье направление – это мастерские ремесленные, в частности, дерево- и металлообработка, а также производство авторской электроники. Четвертое направление – это дизайн и полиграфия. И пятое направление – это экстремальный спорт. Одним из самых ярких представителей креативного бизнеса здесь, на треугольнике, является центр экстремального спорта Eagles. Сейчас в Eagles достаточно безлюдно, однако к вечеру 1000 квадратных метров тренировочных площадок привлекут сюда любителей скалолазания, экстремального спорта, паркура и акробатики со всего Санкт-Петербурга. Eagles работает здесь с 2010 года. Для креативного бизнеса на треугольнике вообще характерна такая стихийная кластеризация. В частности, в этом корпусе находится не только репетиционная студия «Октава», в которой мы сейчас находимся, но и еще несколько репетиционных точек, студий звукозаписи и небольших концертных залов. Как вы видите, креативный бизнес здесь пусть не процветает, но выживает достаточно успешно, невзирая на такие слегка постапокалиптические условия. И все же, пока Красный треугольник не станет чуть более ухоженным и, возможно, джентрифицированным, большая часть горожан так и будет обходить это место стороной. Ну а сейчас нам пора прощаться с Красным треугольником и двигаться дальше по обводному каналу на восток, в сторону планетария номер 1. Основной достопримечательностью этого участка обводного канала является, конечно же, комплекс газгольдеров Общества столичного освещения. Здесь производился светильный газ, которым освещали центр Санкт-Петербурга, а впоследствии с постепенным переходом на электрическое освещение к этим газгольдерам также пристроили одну из первых в городе электростанций. Окончательно свое промышленное назначение газгольдеры утратили только к середине 20 века. Разумеется, в рыночную эпоху такие примечательные сооружения не могли не привлечь внимание креативного бизнеса. Новая жизнь газгольдеров начинается в 2015 году с появлением здесь проекционного музея Люмьер Холл. Затем в 2017 году здесь открывается планетарий номер 1. А еще через год в число резидентов этого пространства входит стартап-кластер Йота Lab, специализирующийся на IT, робототехнике и образовательных программах. Здесь очень хорошо видно, как можно работать с интерфейсом между пешеходной частью набережной и самим пространством рядом с газгольдером. Здесь, как вы видите, проектировщики предусмотрели и павильон с открытой библиотекой, и айдентику, то есть вот эту вот большую надпись «Планетарий». И также виден вот этот вот интересный переход между тротуаром и пространством двора, где есть и объекты паблик-арта, и деревянные скамеечки вокруг деревьев, и деревянный настил, который постепенно поднимается наверх, и качели, и, в принципе, вся необходимая инфраструктура. Возможно, по сравнению с центром города выглядит скромно, но, вы знаете, обводный канал и так не может похвастаться обилием мест, где можно просто приятно провести время на свежем воздухе. Однако самое интересное ждет нас внутри этого газгольдера. Но действительно, вы совершенно правы, друзья. Диаметр купола планетария составляет 37 метров, что делает его крупнейшим в мире.
а общее разрешение проецируемых изображений составляет 256 миллионов пикселей. Как вы здесь видите, Люмьер Холл функционирует не только как мультимедийный музей, но и как галерея современного искусства. В частности, сегодня здесь вы можете видеть работы с выставки под названием «Новые городские художники». Вот эта искусственная луна у меня за спиной диаметром в 6 метров в 2018 году в ноябре купалась в водах обводного канала. Это был арт-объект, приуроченный к фестивалю света. К сожалению, в этой необычной обстановке эта луна оставалась всего лишь 2 недели, но будем надеяться, что в обводном канале и рядом с ним будут появляться новые необычные арт-объекты, и пространство здесь постепенно будет обретать новый облик. Итак, мы с вами продвинулись еще немножко на восток и оказались перед бывшей текстильной фабрики имени Анисимова, где до марта 2020 года находилось креативное пространство «Ткачи». Когда-то это здание бывшей текстильной фабрики было ярким очагом культурной жизни. С 2010 года в «Ткачах» располагались магазины, шоурумы и художественные мастерские. А в располагавшемся на верхнем этаже событийном пространстве «Ткачи Open Space» регулярно происходили концерты, спектакли и образовательные мероприятия, а также такие знаковые для города события, как фестиваль медиаискусства «Киберфест» в 2012 году и выставка «Icons», организованная в 2013 году Маратом Гельманом. «Icons» спровоцировала в городе настоящий скандал из-за своего провокационного, с точки зрения религиозно-консервативной общественности, содержания. Решение о закрытии ткачей и перепрофилировании здания под элитный бизнес-центр «Сенатор» было принято в марте 2020 года. Однако последнюю точку в истории креативного кластера поставил отнюдь не начавшийся в связи с эпидемией локдаун. По мнению многих урбанистов, это стало скорее закономерным итогом начавшейся несколько лет назад избыточной коммерциализации пространства. С 2015 года культурные и просветительские проекты стали уступать место более прибыльным видам деятельности. А позиционирование ткачей как культурного центра постепенно размывалось. Они потеряли аудиторию с культурными запросами, а на смену креативу пришло обычное потребление. Многие арендаторы, часть из которых можно вполне обоснованно отнести к креативному бизнесу, остались здесь еще со времен ткачей. Однако нет никаких сомнений, что смена собственника, конечно же, повлияет на позиционирование всего пространства. Если на красном треугольнике мы имели дело со стихийно сложившимся творческим кластером, у которого много еще впереди, то ткачи — это довольно яркий, но отнюдь не единственный пример творческого пространства, которое исчезло из культурного ландшафта города, не вписавшись в рынок. Можно сказать, что символом этого не случившегося освоения промышленного наследия креативным бизнесом служит само пространство вокруг. За исключением этого, в общем, достаточно невыразительного газона, который к тому же отделен от тротуара оградой, ткачи практически никак не повлияли на благоустройство набережной обводного канала. Ну, а если смотреть на ткачи со стороны пересекающей обводный канал Боровой улицы, то мы здесь не видим, в общем-то, ничего, кроме огромной парковки, которую это креативное пространство раньше делило с гипермаркетом «Ашан». Увы, для нас пришло время прощаться с обводным каналом, но мне хотелось, чтобы мы простились с ним на позитивной ноте. И поэтому я приглашаю вас полюбоваться вот этой вот прекрасной работой художниц из арт-группы «Явь», которая называется «Женская власть». Эти 3 портрета египетской царицы Нефертити, английской королевы Елизаветы I и русской императрицы Екатерины II – это подарок петербурженкам на 8 марта. Конечно, эта работа, как и любой стрит-арт, эфемерна. Но лично мне кажется, что это именно то искусство, которое так необходимо этим немного депрессивным окрестностям обводного канала. И вот мы с вами оказались на Лиговском проспекте, одной из старейших и самых оживленных магистралей Петербурга, которая соединяет центр города с советскими и промышленными кварталами на его юге. Каких-то 25 лет назад, когда Санкт-Петербург пользовался сомнительной репутацией криминальной столицы России,
бандитские разборки здесь проходили чуть ли не ежедневно. В начале 2000-х годов город постепенно стал избавляться от этого позорного клейма. И проспект стал чище, включился в туристические маршруты, здесь стали появляться более респектабельные заведения. И надо сказать, что этим более цивилизованным и даже хипстерским видом Лиговка во многом обязана одному из старейших креативных кластеров Петербурга – лофт-проекту «Этажи». Открывшиеся в 2007 году «Этажи» считаются первым креативным лофт-проектом Петербурга. В пространстве бывшего хлебозавода появились выставочные пространства, модные магазины, творческие кафе и даже хостел. Во внутреннем дворе стали проводить мероприятия, а фасадные стены украсили с помощью граффити. Одним из недавних проектов «Этажей» стала контейнерная улица, комплекс из 54 морских контейнеров. Здесь размещаются стрит-фуд, магазины одежды и дизайна, мастерские и парикмахерские. Улица увеличивает торговые площади «Этажей» и при этом наполняет внутренний двор жизнью. Архитекторы проекта оставили множество элементов интерьера бывшего хлебозавода, например, металлические стойки и кафель. Кафе «Зеленая комната» является одним из старейших арендаторов «Этажей», а с его летней террасы довольно-таки приятно наблюдать за жизнью контейнерной улицы внизу. Если присмотритесь, то на небесной линии Петербурга отсюда вы увидите купол Исаакиевского собора, шпиль Адмиралтейства, Лахта-центр, шпиль Петропавловской крепости. Там вот еще виден Спас на Крови, Владимирская церковь и телебашня на Петроградской стороне. Но, как вы уже, наверное, догадались, удовольствие лицезреть Петербург с крыши «Этажей» отнюдь не бесплатно. На сегодняшний день «Этажи» являются одним из самых посещаемых креативных кластеров Петербурга, однако их часто упрекают в целом в том же, что, можно сказать, погубило и ткачи. Другими словами, в излишней коммерциализации, потере стиля и некоторой, будем так говорить, всеядности. Или, как проще говорят люди, которые помнят «Этажи» еще со времен их открытия, «Этажи» уже не те. Сегодня второй день нашего путешествия, и его мы начнем с исследования Петроградской стороны, а в частности Аптекарского острова и набережной реки Карповки. Аптекарский остров у меня за спиной получил свое название от аптекарского огорода, который сейчас нам известен как Ботанический сад. Благодаря Ботаническому саду эта часть города считается хорошо озелененной, однако на рубеже 19-20 веков Аптекарский остров тоже считался частью промышленной периферии Санкт-Петербурга. У меня за спиной, на другом берегу Карповки, находится один из крупнейших бывших промышленных комплексов Петроградской стороны, который в последние 10 лет проходит фазу редевелопмента. Речь идет о технопарке Ленполиграф-Маш, который мы, собственно, сейчас и отправимся исследовать. Помимо технологических производств и стартапов, на Ленполиграф-Маше также достаточно силен и креативный сектор. Здесь есть образовательные проекты, архитектурные дизайнерские бюро и модные магазины. Но самой главной культурной локацией здесь является, конечно же, знаменитый клуб А2, одна из самых важных концертных площадок города, где, например, несколько лет назад выступал никто иной, как Ник Кейв. Технопарк Ленполиграф-Маш с самого начала позиционировался как единая технологическая экосистема, однако до недавнего времени пространство выглядело скорее как лоскутное одеяло из разных корпусов и разных функций, которые никак не были объединены единым дизайном. Только в последние пару лет руководство технопарка всерьез занялось разработкой единой системы навигации и дизайн-кода, который объединяет все пространство этого технологического кластера. История Ленполиграф-Маша уходит в прошлое почти на 130 лет. В начале 1890-х годов завод был основан инженером-технологом Иваном Семеновым и занимался производством оборудования для табачных и текстильных фабрик, а также типографских машин. В советское время производство на заводе существенно диверсифицировалось, а одним из главных заказчиков стало, конечно же, Министерство обороны. В
В постсоветское время Ленполиграфмаш оказался куда удачливее того же треугольника. В 1990 году предприятие было реорганизовано в холдинг, часть производств была выведена из этой промышленной площадки, а сама она реорганизовалась в технопарк. Одним из главных, как здесь говорят, смыслообразующих резидентов Ленполиграфмаша является образовательное пространство «Точка кипения». Здесь регулярно проводятся образовательные и деловые мероприятия с участием стартаперов, а также лидеров технологического рынка России. Всего таких точек кипения по стране более 150. Как видим, технопарк Ленполиграфмаш – это достаточно богатое пространство с интенсивно развивающейся средой и довольно интересной историей. Однако с урбанистической точки зрения Ленполиграфмаш сталкивается с теми же проблемами, что и большинство других креативных пространств в промышленной застройке. К сожалению, понять, что перед нами творческое и деловое пространство, снаружи довольно сложно. Только фасады на Аптекарском проспекте и частично на проспекте Медиков имеют дружелюбные вывески и привлекательные окна первых этажей. Остальные контуры Ленполиграфмаша практически не имеют ярких уникальных визуальных знаков. Мы с вами покинули Петроградскую сторону и оказались на юго-западе Васильевского острова, в старом промышленном районе, который до революции назывался Чекушами. Чекуши – это специальные деревянные молотки, которыми размалывали подмокшую муку. В XVIII веке здесь находились провиантские склады для военно-морского флота, которые каждую осень подтапливало. В XIX веке по соседству с крупной судоверфью здесь развивается кожевенное производство, которое дало название кожевенной линии. Особняк, который вы видите, принадлежал купеческой династии Брусницыных, которые владели местными кожевенными заводами. Надо сказать, что видеть этот особняк так близко к производству довольно странно, учитывая то, что в ветреную погоду на дурной запах от кожевенных заводов жаловались даже жители другого берега Невы. Место, которое мы сейчас с вами поисследуем, связано с фамилией, которую вы не могли не слышать. Завод «Севкабель», которому принадлежит общественное пространство «Севкабель-Порт», до революции принадлежал немецкой компании Siemens и Гальске. Да, это была та самая компания, с которой начинается история промышленной империи Сименсов. Ну а теперь давайте посмотрим, на что это пространство похоже сейчас. Эти яркие поворотные ворота являются одной из визитных карточек Севкабеля. Однако нельзя не заметить, что они являются единственной проницаемой частью в этой большой сплошной стене, которая отделяет Севкабель и другие промышленные пространства от улицы. Как видим, проблема закрытости и непроницаемости границ между внутренним пространством креативных кластеров и их внешней средой по-своему проявляется в каждом случае, который мы рассмотрели. Как и в случае с Ленполиграфмашем, инициаторами проекта по культурному редевелопменту этой территории выступили сами владельцы завода «Севкабель». В 2017 году оператором проекта стала компания Miles & Yards, которая специализируется на редевелопменте промышленных территорий под культурные и коммерческие функции. Интересно то, что компания с самого начала взяла в команду городских активистов, которые изначально предложили концепцию развития. Именно они в итоге стали кураторами порта Севкабель после того, как Miles & Yards выполнила свои обязательства перед инвестором и вышла из управления территорией в 2020 году. Заметьте, как за счет использования дизайнерских объектов и уличной мебели пространство снаружи создает ощущение простора, но не пустоты. Просторно здесь не только снаружи, но и внутри. Этот огромный советский кабельный цех, из которого продукцию отгружали прямо на причал, сейчас закрыт на реконструкцию. А раньше его использовали как событийное пространство, большую торговую зону, а в более спокойное время как скейт-площадку. Самое интересное в кейсе Севкабеля – это то, что его географическое расположение является одновременно и его большим достоинством, и его главным недостатком. С одной стороны, Севкабель находится в глухом индустриальном углу Васильевского острова, на отдалении от других точек притяжения транспортных магистралей. С другой стороны, Севкабель-Порт является единственным аутентичным культурным пространством в промышленной застройке, которое имеет прямой выход на большую воду, то есть на устье Невы и на Финский залив.
Это прекрасно понимает и команда проекта, которая делает большую ставку на развитие водных коммуникаций и формирование связей с другими креативными пространствами города. Полюбившийся петербуржцам Севкабель является единственным ярким пятном в этой части Васильевского острова. По крайней мере, если смотреть со стороны улиц, которые по большей части здесь зажаты между глухими городскими и заводскими стенами. Оживление этой части города, конечно, потребует смелых решений, которые связаны с повышением проницаемости границ и связности городской среды. Кстати, некоторые решения мы с вами сможем подсмотреть на нашей последней точке – Новой Голландии. Сейчас мы туда и отправимся. Итак, мы оказались совсем близко к центру. Васильевский остров находится на другом конце Благовещенского моста. Кстати, первого моста в Санкт-Петербурге. До Исаакиевского собора отсюда минут 10 пешком, до Невского проспекта минут 20. И все же это место, оно особое, пограничное. Крюков канал, по набережной которого я сейчас иду, является естественной границей между двумя историческими районами. Адмиралтейской частью, которая обычно относится к историческому центру, и Коломной, которую все любители русской литературы знают ничуть не хуже Петербурга Достоевского. Самой главной и самой таинственной частью Коломны является, конечно, этот рукотворный остров – Новая Голландия. По легенде, свое название Новая Голландия получила не от кого-нибудь, а от самого Петра Великого, который распорядился отгородить этот участок суши каналами и разместить здесь склады для хранения корабельного леса. Почти 3 века, до 2004 года, Новая Голландия была связана с военно-морским флотом. Здесь располагались не только корабельные склады, но и опытный бассейн, в котором испытывалось новое корабельное оборудование, а в начале 20 века построена самая мощная в России военно-морская радиостанция. Особый романтизм этому месту придает вот эта вот арка, творение французского архитектора Жан-Батиста Вален де ла Мота. Его почему-то многие туристы путают с лордом Волан-де-Мортом. Превращение Новой Голландии из скрытой от посторонних глаз вотчины военно-морского флота в общественное пространство началось в 2004 году, когда территорию острова передали из ведения Министерства обороны в собственность Санкт-Петербурга. Поиск инвесторов и архитектурные конкурсы заняли еще 6 лет, и Новая Голландия впервые открыла свои ворота для посетителей в 2011 году. Впервые за целых 300 лет. За исключением коротких открытых сезонов, до 2016 года остров был закрыт на реконструкцию, после чего стал поэтапно открываться по мере готовности отдельных участков и зданий. И здесь мы можем наблюдать достаточно нестандартное для Санкт-Петербурга решение. Частью застройки по периметру острова было решено пожертвовать для того, чтобы открыть вид на Новую Голландию снаружи, а также освободить часть набережной и открыть ее для отдыхающих. Собственно, именно об этом решении я и говорил, когда мы с вами уходили из Севкабеля. Второй раз нам за экскурсию попадается круглое здание, однако на сей раз это уже не Газгольдер, а это здание бывшей матросской тюрьмы, которую местные военнослужащие прозвали «бутылкой». Сегодня здесь тоже можно застрять довольно надолго, но только в том случае, если вы голодны и у вас есть деньги. Здесь огромное количество заведений, где можно вкусно поесть и культурно выпить. С концептуальной точки зрения, Новая Голландия – это настоящий город в городе. Здесь есть концертные, лекционные и выставочные пространства, офисы, зона отдыха под открытым небом, детская площадка и даже огород и пляж. Ну, это и уже не говоря о разнообразных точках общепита на любой вкус и почти на любой кошелек. На примере 7 локаций, 6 из которых находятся в сером поясе и 1 рядом с центром города, мы с вами увидели, насколько по-разному может складываться облик у креативных проектов и пространств в промышленной застройке. В то же время все эти проекты вынуждены решать одну и ту же задачу – построение взаимодействий с внешней средой, которая зачастую оказывается непривлекательной для посетителей и требующей преобразования. На примере планетария, Севкабеля, Новой Голландии и этажей мы увидели, как креативные пространства стараются вырастать из стен зданий и превращать в общественные пространства улицы, крыши, пляжи и набережные вокруг себя.
Другим пространствам работа со средой вокруг дается гораздо сложнее, и это негативно влияет на их образ. В результате некоторые пространства и вовсе не становятся креативными, либо превращаются в обычные бизнес-центры, либо закрываются. Таким образом, умение интегрироваться в городскую среду, а иногда менять ее под себя, оказывается решающим фактором успеха креативных пространств.